Финал произведения «Трон, отмеченный Богом», как все было в оригинале. В решающей битве у горного перевала сопротивления драконов преимущество демонов, которое оказалось незыблемым, начало таять. Магические пушки Союза храмов, каждая из которых управлялась отдельным человеком, рыцарем или магом, открыли огонь. Первая и вторая волны уже нанесли тяжелые потери. Когда грянула третья волна, более 500 демонов пали под сосредоточенным обстрелом. Даже последние, более слабые залпы находили цели. Демоны не успевали уклоняться или блокировать удары. Отряды дьявольских драконов, каждый из которых состоял из 3 мощных экспертов, тоже понесли урон. Угроза магических пушек заставляла их действовать осторожнее. В воздухе же шел главный поединок, от которого зависела судьба всего континента. Лун Хао Чэнь и бог-демон-император Фэн Сю столкнулись на пределе своих сил. Между их доменами, ослепительно-белым светом и темно-золотым, образовалась черная дыра шириной около 30 метров. Края ее сияли противоположными цветами, а изнутри на обоих бойцов обрушивалось чудовищное давление. Разница в культивации проявилась мгновенно. 2 меча в руках Лун Хао Чэня заметно дрожали, в то время как Фэн Сю оставался абсолютно спокоен. Император даже не доставал оружия. Фэн Сю больше не пытался переубедить внука словами. Слова Лун Хао Чэня глубоко ранили его, напомнив о прошлом убийстве в пагоде Звездного демона. Теперь император принял решение сначала победить, а потом сломать волю юноши. У него были секретные техники, позволяющие навязывать свою волю. Прямое подчинение Лун Хао Чэня невозможно, поэтому Фэн Сю планировал стереть его воспоминания и характер, сохранив всю культивацию и родословную. Затем он вернет силу своей крови в тело внука, заберет силу Хаоэ и сделает ее своей. В итоге сам Фэн Сю станет истинным богом, а Лун Хао Чэнь с новой душой унаследует трон императора демонов и будет править вместо него. Это был сложный и рискованный план, но Фэн Сю был уверен в себе. Вырастить уже сильного Лун Хао Чэня куда проще, чем ждать выздоровления Абао, чей характер совершенно не подходил для роли правителя. Лун Хао Чэнь ничего не знал об этих мыслях. После эмоционального всплеска он полностью восстановил решимость. Несмотря на демоническую кровь в своих жилах, он обязан сражаться за человечество. Даже если придется убить кровного родственника, как это сделал когда-то его отец, или пожертвовать собственной жизнью, он готов. Его глаза наполнились такой непоколебимой решимостью, что даже Фэн Сю ощутил легкую тревогу. Лун Хао Чэнь не мог больше оставаться в патовой ситуации. Он позволил черной дыре расшириться за пределы контроля и, взмахнув мечами, выпустил плотный золотой свет. Дыра взорвалась полностью, небо потемнело. Сила дыры, теперь не сдерживаемая доменами, устремилась на Лун Хао Чэня. В момент, когда он вырвался, он уже придумал контрмеру. Направив меч вечности вперед, он впервые активировал полупрозрачный белый шар света среди 3 сфер, вращавшихся вокруг него. Этот шар символизировал силу ангела вечности, силу звезд внутри божественного трона вечности и творения. Лун Хао Чэнь исчез. В то же мгновение черная дыра остановилась, а затем внезапно развернулась и ударила обратно в Фэн Сю. Император ощутил странное искажение, будто Лун Хао Чэнь стал самим небом. Он мгновенно выпустил темно-синюю молнию, сформировав щит, но дыра уже взорвалась с удвоенной силой. Фэн Сю отступил, а позади него поднялся огромный темно-золотой дракон, который полностью заблокировал и раздавил черную дыру изнутри, восстанавливая разорванное пространство. Именно в этот миг Лун Хао Чэнь появился в точке, где должен был пройти отступающий император. За его спиной вспыхнули бесчисленные звезды, сформировав гигантский образ ангела, заполнивший все небо. День сменился ночью, меч вечности стал проводником, все звездные точки слились в один огромный луч света, устремившийся к Фэн Сю, потерявшему защиту дракона. Это была одна из сильнейших техник – Звезды Вечности, последняя из 3 техник Меча Вечности. Фэн Сю наконец стал серьезен. Впервые он почувствовал настоящее давление. Колонна дьявольского дракона за его спиной испустила рябь темно-золотого света и начала уменьшаться. На императоре появилась великолепная темно-золотая броня, которая быстро почернела, сияя темно-золотым блеском. Она превосходила даже вечные доспехи Лун Хао Чэня по великолепию. Черная повязка с ромбовидным темно-синим камнем, наплечники в форме драконьих крыльев, шипы на поясе, драконья чешуя на ногах, огромный плащ и гигантский простой черный меч за спиной, больше самого владельца. Как только броня полностью покрыла тело, все, и люди, и демоны внизу, ощутили, будто пара ужасающих глаз наблюдает за полем боя. Фэн Сю вошел в полную трансформацию бога-демон, поддерживаемую колонной дьявольского дракона. Он стал настоящим богом. Однако даже эта атака звезд вечности не смогла пробить защиту Фэн Сю. На перчатке засиял ромбовидный синий камень. Перед ним возник полусферический барьер из темно-синего и темно-золотого света. Небо на минуту стало полностью белым от силы звезд.
Люди внизу получили мощный прилив сил и контратаковали, убив даже 7 демонов 9 ступени. Когда белизна угасла, Лун Хаочень слегка запыхался, но его сердце вечности билось мощно, восстанавливая энергию. Он был потрясен. Даже применив все чудеса божественного трона, он не смог нанести решающий урон. Фэн Ксю лишь поднял руку и не достал огромный меч. Император серьезно кивнул. «Ты снова удивил меня. Божественный трон вечности и творения действительно сверхъестественный инструмент. Жаль, что с твоей текущей силой ты не можешь раскрыть его полностью. Этого недостаточно». В следующее мгновение Фэн Ксю исчез из ощущений Лун Хаоченя и появился прямо перед ним. Он указал пальцем прямо в драгоценный камень на груди юноши. Начался ближний бой. Лун Хаочень уклонился, схватил палец императора левой рукой и одновременно нанес удар мечом в шею. Фэн Ксю не уклонялся. Когда мечи и пальцы соприкоснулись, Лун Хаочень почувствовал чудовищную силу. Его рука онемела, а черный цвет начал стремительно распространяться по вечным доспехам, вытесняя свет. Йитин была втянута огромным черным мечом за спиной Фэн Ксю и начала медленно поглощаться. Холод тьмы заполнил тело Лун Хаоченя. Фэн Ксю холодно и жестоко произнес: «Ты думаешь, что одного признания трона достаточно? Ты ошибаешься. Я уже наполовину бог. С поддержкой колонны я настоящий бог. Сверхдуховные инструменты — это оружие богов, а не людей вроде тебя. Я заберу твой трон, отправлю его в нестабильное пространство, а тебя превращу в демона, сотру воспоминания и сделаю своим преемником. Не волнуйся, я не убью тебя». Черный цвет уже покрыл почти всю броню. Сердце вечности, казалось, остановилось. Лун Хаочень не отчаялся, он собрал всю волю и сопротивлялся. В критический момент 9 драгоценных камней на его короне ярко вспыхнули девятицветным светом. 3 шара света вокруг него ожили. Позади Лун Хаоченя появился огромный белый шар света, излучающий неописуемое давление. 3 фигуры материализовались. Корой Истона, сила природы, божественный гигантский дракон, сила живых существ, и ангел вечности, сила звезд. Их силы влились в спину Лун Хаоченя. Вечные доспехи ярко засияли, чернота стремительно отступила. Драгоценный камень на груди вспыхнул, а поток белого света ударил в ромбовидный камень на груди Фэн Ксю. Императора отбросило на 1000 метров. Йитин вернулась к хозяину золотой полосой света. Божественный трон вечности и творения наконец полностью пробудился. Доспехи стали доспехами вечности и творения, а меч вечности превратился в меч вечности и творения, истинный инструмент Бога-Творца. На мече появились 9 символов элементов. Аура жизни живых существ и звезд окружала Лун Хаоченя. За его головой закрепился диск белого света. Лун Хаочень открыл глаза. Его внутренняя духовная энергия прорвалась до 9-го ранга 9-й ступени и стала чисто белой. Теперь его аура могла сравниться с аурой Фэн Ксю. Это был важнейший поворотный момент битвы. Фэн Ксю наблюдал в шоке, но быстро взял себя в руки. Его уверенность поколебалась впервые, но он все еще не верил в поражение. Впечатляюще. Аура Бога-Творца. Однако сам Бог-Творец давно исчез из этого мира. Ты всего лишь человек, а я уже в царстве богов. Покажи, на что способен этот инструмент в твоих руках. Колонна дьявольского дракона исчезла, а огромный черный меч взлетел в небо, излучая тьму. Фэн Ксю был готов продолжить бой на равных. Внизу на земле ситуация тоже менялась. Лунный демон-бог Агарис и звездный демон-бог Вассага, увидев, что император использовал полную силу колонны, обменяясь взглядами. Они давно тайно помогали Союзу Храмов Информации, сдерживая свои кланы и не используя полную мощь. Они ждали, сможет ли человечество победить Фэн Ксю. Если да, у них будет шанс на настоящее восстание. Их мотивы были сложными. Агарис с преобладающей человеческой кровью мечтал о возрождении человеческой культуры, а Вассага разочаровался в бесконечной войне. Когда Шу Юньсяо крикнула «Бог-демон-император потерял преимущество! Всем дать отпор! Победа Союзу Храмов!», яркие проблески надежды и храмовые силы взорвались полной мощью. Особенно ярко проявил себя Лин Син. Используя мгновенную вспышку, он телепортировался к Цаэр, а затем неожиданно атаковал бога-демона Змеиного Копья Элигаса, 15-го ранга. Совместно с Цаэр, которая применила цветущий лотос и смерть в путешествии, они убили Элигаса одним мощнейшим ударом, столпом бога огня драконов и фениксов. Даже Паймон, бог 9-й колонны, не рискнул сразу вмешаться. Цаэр и Ван Уян Юань продолжили теснить других демонов в Башне Вечности. Барбатос, 8-я колонна, был вынужден пройти трансформацию и вмешаться, чтобы спасти товарищей. На другом участке Сима Сян тяжело ранил Буэр, 10-й ранг, бог молний, но сам оказался на грани гибели. В критический момент Хань Ю заблокировал удар щитом с изображением ангела и демона. Активировалась техника битвы между ангелом и дьяволом. Два воина притянулись к друг другу, и Сима Сян начал гигантскую трансформацию.
Битва достигла пика. Человечество, вдохновленное пробуждением трона вечности и смертью нескольких высших демонов, сражалось с невиданной яростью. Герои жертвовали собой. Их подвиги делали перевал настоящим горным перевалом героев. Лун Хаочень и Вэнг Ксю, дед и внук, продолжали свой эпический поединок. Один защищал будущее человечества, другой – будущее своего народа. Никто не знал, чем закончится этот день, но чаша весов явно начала склоняться. Продолжение следует. Поддержите, пожалуйста, видео лайком, комментарием и подпиской. Это очень поможет в продвижении. Большое спасибо за просмотр и всем пока!